Здравствуйте! В части 5 мастер-класса по созданию куклы Баба-Яга у нас получилась такая заготовка. Напоминаю размеры деталей. Размеры примерные. Длина проволоки для ног 40 см, такая же длина отрезка ткани для изготовления ног. Ширину рукава. Если хотите делать уже, то берите меньший размер. Если пышнее желаете рукав, то берите большие размеры отрезка. Рубашка. Юбка. Если хотите сделать юбку покороче, берите меньшие размеры. Если длиннее, большие размеры. Все на ваше усмотрение, вкус и фантазию. Отрезок для юбки я вырезала из старой футболки. Жилетка, фартук, юбку складываем лицевой стороной внутрь и сшиваем по короткой стороне простым швом в одну и другую сторону. Выворачиваем юбку на лицевую сторону и одеваем на куклу. Примеряем длину юбки. На нужной длине юбку закрепляем на теле куклы горячим клеем. При этом делаем равномерные складки по талии куклы. Стараемся распределить складки равномерно. Не бойтесь работать с горячим клеем. Главное, не трогать руками носик пистолета. Это основная техника безопасной работы. Юбку мы приклеили, убираем лишние нити клея. И продолжаем наряжать куклу. Переходим к рубашке. Складываем лицевой стороной внутрь и по короткой стороне прошиваем стежками. Рубашку не выворачиваем. Берем иголку с ниткой и по краю отрезка стежками прошиваем по окружности рубашку. Рубашку не выворачиваем и одеваем на куклу. Лицевая сторона при этом смотрит внутрь. Для этого мы поднимаем руки вверх и одеваем рубашку до уровня шеи. Затягиваем нитки на шее куклы. Завязываем несколько раз узелками. Закрепляем горячим клеем.
и отворачиваем рубашку вниз. Баба-Яга одета в юбку и рубашку. Снимаем с одежды нитки клея. Берем любой кусок ткани для фартука. Можно на фартуке сделать бахрому, вытащить несколько нитей по краям ткани. Используем для фартука любую тесьму или веревочку. Для облегания делаем на фартуке складочку и сверху приклеиваем тесьму. Примеряем фартук на Бабу-Ягу. Завязываем сзади любым способом. Продолжаем работу. Сегодня еще пошьем жилетку для Бабы-Яги. Нам нужен отрезок плотной ткани 12 на 14 сантиметров. Для наглядности сделаем простую выкройку на бумаге. Вырезаем прямоугольник из бумаги. Сгибаем по стороне 14 сантиметров и еще раз пополам. Отрезаем горловину и проймы. Разрезаем одну часть от горловины вниз. Это передняя часть жилета. Это была тренировка. Теперь берем ткань и все повторяем на ткани. По бокам жилет мы прошиваем. Предварительно делаем примерку. Но сегодня я возьму для жилета более эффектную ткань. Я уже пошила жилет заранее. Одеваем на куклу жилет. Примеряем. Все отлично получилось. На леску или крепкую нитку нанизываем любые бусинки, которые есть у вас в доме. Можно даже пуговицы. На этом этапе одеваем бусы на шею кукле и завязываем. Сегодня у нас был длинный урок. На следующих занятиях мы будем продолжать оформлять одежду кукле, голову, глаза, нос, губы, брови, волосы, платок. А далее будем делать метлу, мышу, мухомор и продолжать украшать куклу. До встречи!